Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, зрители моего канала. По вашим многочисленным просьбам мы возобновляем наши поездки по городу. Были вопросы и просьбы о том, чтобы мы это сделали. Долгое время у нас отсутствовала погода, и вот, наконец, дело ближется к весне, мы потихонечку возобновляем наши поездки. Мы с вами движемся из восточной части города в сторону центра. Через центр мы проедем в сторону северных окраин города. Ну и поговорим в этом сюжете о том, что нас будет окружать. Посмотрим на Москву со стороны. Ну и также обсудим, возможно, какие-то моменты, которые будут нас окружать в этой поездке. Сразу мы видим впереди автомобиль медицинской службы. Обязательно, если вы вдруг застали в дороге такую карету скорой помощи с проблесковыми маячками, обязательно пропускайте. Это уважение и почет, что крест красный, что православный, всегда в приоритете, всегда нужно пропускать, поэтому будьте вежливы на дороге, обязательно пропускайте, и будет вам почет и уважение как со стороны участников дорожного движения, так, конечно же, и со стороны сотрудников и семей, которым оказывается в настоящий момент помощь, или машина движется кому-то на вызов. Надо всегда автомобили спецслужб пропускать. Итак, что же у нас будет с вами в этой прекрасной поездке? О чем мы с вами поговорим. В городе прошли праздники, прошло грандиозное мероприятие. Одно из самых ярких — это путешествие Рождество. На нашем канале уже достаточно много разных сюжетов. Мы сделали много зарисовок новогодних, прогулок. Поэтому переходите, для тех, кто вновь подключился, канал о том, что окружает нас в городе, как он развивается, как он меняется, тематические разные сезоны, праздники, фестивали, фейерверк, шоу, салюты. Все это, конечно же, уже есть на канале, на моей страничке, и вы всегда можете на это посмотреть в разное время года, в разное время суток, помимо разных поездок, экскурсий, ну и прочих других обычных прогулочек. Несмотря на то, что отсутствие погоды в это зимнее время нас застало, мы как-то вместе с вами создали предновогоднее настроение. Власти города тщательнейшим образом подготовились к проведению этого прекрасного фестиваля. Очень сильно украсили город, подготовили его. По сей день в городе проводятся работы по демонтажу тех самых новогодних инсталляций. Мы с вами их увидим, конечно же. Напомню, движение у нас в сторону центра. Это зимнее время года, потому как, возможно, спустя некоторое время люди подключатся и будут смотреть этот сюжет в записи. Это у нас середина февраля, время примерно в районе 11 часов дня, и это у нас выходные. Значит, напомню, что движение у нас по Нижегородской улице в сторону центра. Как вы видите, улицы немножко грязные, автомобили тоже имеют характерный окрас грязевой. Ну и также с правой стороны просматривается некий снежный покров, есть проталины от солнца. Но напомню, что зимнее время было в этом году слабенькое в плане выпадания осадков. Конечно же, изобильные дожди, это повлияло на город, на трассы, на транспорт. Грязи хватает, потому что интенсивное движение, многомиллионный город. Вы видите, вот как раз зад автомобиля. Но, тем не менее, службы в любом случае постарались в этом году, сделали многое для города, убрали. Многие говорят о том, что столько вывезли снега, но его так и не было. Так вот, уборка городских служб — это работа не только по вывозу снега, это и
навигация, которую вы видите в достойном виде, потому как если бы не городские службы, то примерно все было так же, как вот автомобиль справа, в таком же примерно состоянии. Это и уборка пешеходных площадок, вывоз снега, вывоз мусора, также остановки, плакаты, освещение, знаки, все вот приводится в соответствующий вид. Потихонечку город будет преображаться, будут наводить порядок на улицах, отмывать все это дело. Ну и, естественно, мы с вами в летнее время сделаем отдельные зарисовки. Но, тем не менее, даже здесь, в отсутствие той самой чистоты, можно понаблюдать за улицами, за состояниями дорог. Вот. Ну и также то, что окружает их. Это зеленые какие-то массивы, какие-то деревья, которые тоже городские службы приводят в порядок, спиливают ненужные засохшие, подсаживают. Многие кустарники, деревья, дополнительные какие-то зеленые бульварчики, площади, скверы, улицы. Все, конечно же, поддерживается в должном состоянии. Итак, в дороге есть небольшая помеха. Если вы посмотрите на небо, есть такие полосочки. Это не искажение, это не какие-то проблемы вашего монитора, это обогрев стекла. Он немножечко дает фон. Но напомню, что будут сюжеты с выносом камеры за пределы автомобиля. Таковые есть и на канале, они доступны. Как только нормализуется погода, мы вынесем за пределы автомобиля камеру и, конечно же, позаписываем и в ночное время, и дневное дополнительные сюжеты. Значит, добрались мы до площади Альбермановская застава. Многие задавали вопросы, спрашивали. Значит, здесь сразу скажу, ближайшая станция метро Крестьянская застава, чтобы добраться до этого места. Ну и с правой стороны гостиница Покровская. Вот вы ее видите в такой красоте необычной и в старом таком стиле оно нам доступно. Ну а за гостиницей расположен именитый Покровский женский монастырь. Сюда идет большое паломничество, поклониться святой Матрёне. Матрёна Московская расположена как раз вот мощи в данном монастыре. Ну и, как я уже сказал, напомню, что добраться до этого места можно от станции Крестьянская застава, которую мы с вами скоро проедем. Значит, Альбермановская улица. Движение у нас идет в сторону Крестьянской площади. Вот так вот выглядят улицы, выглядит транспорт. Конечно же, в дополнении к летним сюжетам здесь добавится и зелень, какая-то полная завершенная обстановка. Вот так выглядят параллельные и перпендикулярные улицы. Именитое место. В 90-х лихих часто посещаемое было. Но, тем не менее, люди знают о нем. Многие видели это по документальным передачам. Ну, мне будет интересно, что это за место. Почитаю ваши комментарии. Обязательно оставьте свой отзыв. Посмотрим, насколько вы помните это место и что там ранее в 90-х располагалось. Разные здания, бизнес-центры, бизнес-здания, старенькие дома, также новостройки. Все это нас окружает во время движения нашего. Напомню, что мы вот здесь вот как раз, кстати, расположена станция метро Крестьянская застава. И вот отсюда, от станции, можно пройтись в сторону монастыря. Не так это далеко. Ну, также в противоположную сторону. Сразу вот здесь вот виднеется Новоспасский монастырь. Мы подъехали как раз с вами к Крестьянской площади. Здесь у нас тоже были с вами зарисовки. И напомню, вокруг Новоспасского монастыря будет вот сверху ссылочка, перейдя по которой вы увидите наши с вами зарисовки.
Но и также с противоположной стороны у нас Крутицкое подворье. Вы сейчас вот увидите улицу, и там появятся купола. Мы с вами сделали и здесь тоже зарисовку. Я прилагаю ссылочку. Перейдя по ссылке в правом верхнем углу, вы сможете найти те самые места, которые нас окружали, в которых мы уже с вами побывали. Итак, мы вышли с вами на Краснохолмскую набережную. Набережная, которая проходит вдоль реки Москвы. Здесь мы тоже делали с вами зарисовки. Ну и с противоположной стороны у нас появился дом музыки. А в правом верхнем углу будет у нас с вами приложен сюжет, который мы с вами записали в очередной прогулке. Ну и также здесь были дополнения, разные наши зарисовки в разное время года. Поэтому переходите на канал, если вы что-то не нашли из того, что я приложил, то там обязательно все увидите. Итак, впереди у нас Садовое кольцо, и вот с правой стороны нас сопроводил такой автомобильчик необычный. Это как раз машинки из каршеринга, то самое популярное транспортное средство, которым пользуются как и местные жители, так и приезжие. Это частые автомобили в городе, мы их будем встречать помимо такси. И обратите внимание, что они расположены на платных автомобильных парковках. Для вас это совершенно бесплатно. Это удобно, по навигации вы всегда их найдете. Ну и также оставите в любой точке разрешающей, на любой парковке в центре города автомобиль, и оплачивать за парковку не будете. Тем они на самом деле и удобны. Значит, движемся мы уже с вами в сторону именитой высотки, которая расположена на Котельнической набережной. Мы и движемся по ней. И нас уже окружают современные жилые здания. Вот так вот они выглядят. Они сливаются с постройками старой Москвы. Эта недвижимость очень дорогая. Стоимость квадратного метра, как правило, здесь очень высока. Но здания очень фактурно вписались в архитектуру старого города. И я надеюсь, что в дальнейшем вот те самые строения, которые расположены вокруг, в том числе и с противоположной стороны, сохранятся, либо будут в том же самом облике, невысокие, вписываясь в центр города, оставаясь на той же самой высоте, в тех же самых примерно тонах, чтобы это как-то гармонировало с остальными строениями, зданиями. И вот она, та самая именитая высотка сталинская на Котельнической набережной. Здесь мы тоже делали с вами сюжет, я его прилагаю в правом верхнем углу, вы его найдете. Итак, с правой стороны у нас сразу просматривается набережная Москва, реки, точнее Яузы, извиняюсь. Поездки вдоль Яузы мы с вами делали, вы тоже можете найти на канале. Ну и впереди уже известное вам всем место. Это у нас Москворецкая набережная. Это самый центр города, Красная площадь. Также просматривается на горизонте комплексы Moscow City, у которых мы тоже с вами сделали достаточно много разных зарисовок. Китайгородский проезд, который выводит вверх на Лубянскую площадь, где тоже были наши сюжеты. Ну и, конечно же, парк Зарядье, парящий мост. Здесь мы с вами записали очень много разных сюжетов. Я приложу один из последних, из новогодних. И перейдя по ссылке в правом верхнем углу, вы как раз попадете на наши прогулки, которые мы сделали и записали в этом прекрасном месте. Впереди у нас появился большой Москворецкий мост. Перед Красной площадью он был долгое время на реставрации. Как вы видите, уже его подготовили. Спешат к майским праздникам. Напомню, что все вот эти места, по которым мы движемся, на момент празднования перекрыты. Здесь проходит военная техника, здесь проходят пешие
группы участвующих на самом параде. Со стороны стены Кремля бьют пушки. То есть вся вот эта вот дорога, по которой мы с вами движемся, а именно по Москворецкой набережной, будет перекрыта. Здесь также пойдет техника, которую вы видите на 9 мая в своих телевизорах. Часть проходит через Болотную площадь, как правило, это легкая, быстрая колесная техника. Ну а тяжелые гусеничные самоходные установки, они движутся здесь. Большой каменный мост у нас появился, храм Христа Спасителя. Здесь мы делали тоже с вами и поездки, и зарисовки. Ездили прямо в сторону Фрунзенской набережной. На канале эти доступны сюжеты. Ну и вот здесь вот у нас появляется Боровицкая площадь. Здесь центральный въезд, один из правительственных к Кремлю. Ну и, конечно же, памятник князю Владимиру, вдоль которого мы с вами тоже делали разные зарисовки, как и в дневное время, так и вечернее, с подсветкой города. Даже один из сюжетов у нас был в преддверии новогоднего оформления города. И, конечно же, здесь мы с вами и погуляли в пеших прогулках, сделали свои зарисовки и, конечно же, ездили на автомобиле, в том числе и в ночное время суток, и оставили эти сюжеты в нашей библиотеке, которая доступна на моем канале. Напомню, что искать меня лучше всего по ключевым словам Астин, либо Астин ТВ, и вы быстренько меня найдете. Ну а по левую руку налево уходят автомобили в сторону Нового Арбата. Здесь тоже были сделаны мои многие сюжеты, вы можете их также посмотреть на канале. Итак, впереди у нас с правой стороны Манеж и охотный ряд. Здесь, как правило, у нас проходят основные массовые мероприятия на какие-то тематические праздники, будь то это осенние зарисовки, либо зимние, летние. Здесь это все тоже мы с вами посмотрели, сделали много зарисовок и прогулок вдоль Александровского сада, на охотном ряду, ну и также вокруг гостиницы, вдоль Государственной Думы, которая располагается напротив гостиницы с левой стороны. Также здесь отели. Ну и будем мы с вами уходить на одну из основных центральных улиц города. Это Тверская улица. Здесь тоже мы с вами погуляли. Опять же таки на проведение разных крупных мероприятий здесь перекрываются улицы. На новогодние праздники здесь были гуляния. Значит, на 9 мая, соответственно, здесь устанавливают технику, которая выходит на Красную площадь, проходит насквозь и выходит далее на набережную, по которой мы с вами ехали. С левой стороны вы видите дом, где работает команда города, где работает наш мэр. Как правило, напротив у памятника Юрия Долгорукова проходят всегда ярмарки новогодние. Вы видите, что на столбах остаются еще все-таки инсталляции новогодние. Напомню, что их демонтируют, обязательно отмоют все, очистят. И как вы видите, что центральная часть города, она не так заснежена. Снега здесь действительно нет. Весна сюда приходит очень рано. Значит, здесь у нас метро Пушкинская, бульвары справа и слева. Мы с вами здесь тоже очень много гуляли в разное время года, делали свои зарисовки практически на всем протяжении пути. И даже здесь мы сделали с вами много разных прогулок, зарисовок. И все это можно найти на моем канале, посмотреть все эти прекрасные сюжеты. Напомню, что Тверская улица состоит из двух улиц. Это первая Тверская Ямская улица, то есть на пересечении в районе Пушкинской с Бульварным кольцом она начинается и уходит в Ленинградский далее проспект. Гостиница Пекин и площадь Маяковского, а также низом проходит у нас Садовое кольцо, по которому мы тоже делали зарисовки.
разнообразные жилые здания. Во глубине этих улиц есть и административные здания, есть коммерческие здания. Все это мы тоже с вами посмотрели, сделали отдельные зарисовки. Еще будут у нас в дополнение много разных сюжетов, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокол, который даст вам соответствующий звоночек при выходе новой какой-то очередной прогулки или зарисовки, и вас переведет на соответствующий сюжет. Поэтому не забывайте подписаться, это важно. Будьте с нами, будьте в курсе новостей разных. У нас практически каждую неделю выходят новые сюжеты, и мы рассказываем о том, что нас окружает во время местонахождения в том или ином районе или городе. С левой стороны у нас появился Белорусский вокзал, вот площадь Белорусского вокзала. Ну и впереди, как я уже сказал чуть ранее, у нас Ленинградский проспект. Сразу хочется сказать, обратите внимание на его ширину. Это самый широкий проспект в городе. Хочется так и сказать, чтобы все дороги в городе были такие. Но, к сожалению, это не так. Есть и узкие улочки. Москва не вся такая широкая, но уже во многом она освободилась от рекламных проспектов, ненужных всяких непонятных возведенных зданий. И вот так вот свободно и легко город выглядит сегодня, даже в отсутствие погоды, даже вот в такой пасмурный день. Напомню, что камеру не получается выставить, потому что она быстро запачкается, но есть у нас сюжеты, где камера за пределами автомобиля и картиночка более четкая. Мы с вами свернули на улицу Правды. Для разнообразия вы можете посмотреть, как выглядят дворы. Вот как раз тот самый снег, который есть в городе. Ну, скоро он сойдет на нет. Жилые старые здания, современные новые здания. То есть Москва — это действительно город контрастов. Напомню, что во многом в городе, в разных районах изменилось движение. Где-то оно становится бессветофорным, где-то, к сожалению, этого не избежать, потому что густонаселенные улицы, районы этого не позволяют избежать, поэтому есть переходные зоны, есть разные подземные переходы, ну и также вот парковки. Вы видите, что практически найти свободное место достаточно сложно, потому что либо это какие-то закрытые под шлагбаумом придворовые территории, либо это, как правило, платные участки, и все, что вы видите в округе, это и есть как раз платные парковки. Мы уже к этому делу привыкли. Сначала относились к этому как-то неспокойно, но вот сейчас уже к этому привыкшие и местные жители, и гости столицы уже с пониманием относятся, потому что если бы их не было, то здесь было бы действительно проблематично проехать, оставить свой автомобиль, либо даже просто высадить пассажиров. Но, тем не менее, проехать чуть-чуть подальше можно найти свободное место, запарковаться, немножечко прогуляться. Вышли мы с вами в сторону Савеловской эстакады. Вот так вот выглядит третье транспортное кольцо в этой части. Ну и будем мы уходить с вами под эту прекрасную эстакаду Савеловскую в сторону Савеловского вокзала. Напомню, что долгое время площадь Савеловского вокзала была на ремонте. Тут часто перекладывали движение. Наконец-таки это все дело восстановили, как и на внешней стороне на улице, так и в подземном расположении, потому как здесь подвели новую ветку, сделали переходы, то есть все, что находится над площадью, под землей, имеет либо
ветку метрополитена, либо какие-то переходы, в общем, подземные коммуникации различные. Все здесь было в очень сложном, таком долгострое, и, наконец-таки, это все дело привели в должный вид, убрали ненужное, сделали дополнительные парковочные карманы. Теперь для встречающих и провожающих есть возможность остановиться, запарковаться, пускай даже на платных основаниях, но в любом случае оставить свой автомобиль, встретить спокойно и проводить гостей, либо самостоятельно куда-то убыть, оставляя автомобиль на перехватывающих парковках. Ну и вышли мы с вами на Бутырскую улицу. Это у нас движение в сторону Дмитровского шоссе. Мы также делали здесь с вами дополнительные зарисовки и проезды. Ну а я со своей стороны буду потихонечку заканчивать этот сюжет. Буду ждать ваших комментариев, ваших просьб. Напомню, что многое я помню, обязательно сделаю. Вот. Ну и благодарю всех, кто присутствует, поддерживает, оставляет комментарии, дает разные темы, осуществляет мощную поддержку. Вот такая у нас с вами в этом сюжете получилась небольшая прогулка. У вас была возможность посмотреть на Москву за рамками фестиваля. Ну и также посмотреть, чем и как дышал город. Но я буду прощаться с вами и ждать вас в следующих сюжетах. Ну и мое традиционное, ну а пока.